Шторм на круизном лайнере Brilliance of the Seas. Блеск морей. Круизный лайнер Brilliance of the Seas. Блеск морей. Второе круизное судно класса Radiance, находящееся в собственности компании Royal Caribbean Cruises Limited. Было построено в 2002 году в Германии в Папенбурге на верфях Мая Werft Gmaich. Церемония крещения состоялась 13 июля 2002 года в Англии. Крестной матерью Brilliance of the Seas стала Мэрилин Олфа. Название лайнера Brilliance of the Seas – блеск морей обозначает его основное отличие от лайнеров других классов – обилие воздуха и света во внутренних пространствах лайнера. 9-уровневый атриум с панорамными лифтами и стеклянным куполом поражает простором и блеском стеклянных лестниц. В то же время Brilliance of the Seas – сравнительно небольшой и уютный лайнер, многие общественные места которого отделаны натуральным деревом. В частности, пол зоны развлечений The Colony Club отделан узорным паркетом с азиатскими мотивами, а зоны бара, гостиной и комнаты для игры в бильярд названы в честь городов Юго-Восточной Азии – Бомбея, Джакарты и Сингапура. Несмотря на относительно небольшой размер Brilliance of the Seas, на нем размещен набор ресторанов, которые хорошо себя зарекомендовали на других лайнерах Royal Caribbean International. Помимо основного ресторана, можно посетить классический стейк-хаус или эксклюзивный ужин для гурманов в камерной гостиной Chef Estable. Впрочем, мест, где могут быстро перекусить более неприхотливые круизеры, на лайнере тоже достаточно. На Brilliance of the Seas есть 3 бассейна, в том числе специальный детский, площадка для активных спортивных игр, беговая дорожка, поле для мини-гольфа и скалодром. На территории Colony Club можно поиграть в американский бильярд на автоматически выравнивающихся столах. Маршруты Brilliance of the Seas проходят в основном по Багамам, вокруг Канады и Новой Англии, по Карибскому морю. Иногда он совершает трансатлантические переходы и круизы по странам Европы. Длина круизного лайнера 293 метра, ширина 32 метра, вместимость пассажиров 2114 человек, персонал 859 человек. В 2010 году судно попало в сильнейший шторм на Средиземном море, и круиз превратился в сплошной кошмар, о чем свидетельствуют многочисленные видеозаписи в стиле Brilliance of the Seas Disaster. Кренящий инцидент. 11 декабря 2010 года круизный лайнер Brilliance of the Seas покинул Родос, Греция, в круизе с 6 портами в Александрию, Египет и другие остановки в Восточном Средиземноморье, где испытал сильнейший шторм в открытом море и порывы ветра со скоростью 80 миль в час. Сообщается, что около 2 часов 15 минут ночи в группе судов, спешащих войти в порт Александрии, грузовое судно повернуло перед Brilliance of the Seas, заставив капитана корабля Эрика Тёнгельсена замедлить скорость ниже 9 узлов, необходимо для поддержания ее функции стабилизаторов. Круизный лайнер Brilliance of the Seas «Сияние морей» начал отступать в правый борт резко. Пассажиры сообщили, что их выбросило с кровати. Мебель и незакрепленные предметы метались и скользили по каютам. 2 рояля вырвались наружу и были разрушены во время инцидента. Были выбиты окна и зеркала, повреждены бассейны спа. Было немного страшно, потому что лодка раскачивалась и раскачивалась, но никогда нельзя было предвидеть, насколько глубоко она зайдет, сказала Жустин Лавлейс.
Корабль получил внутренние повреждения, в том числе сломанные телевизоры, мебель, окна на 3-й и 4-й палубе. В некоторых каютах пропало электричество. Среди наиболее поврежденных объектов были салон красоты, аркада видеоигр и ночной дискотечный клуб. Повреждения привели к закрытию салона красоты, игровых автоматов и дискотек на оставшуюся часть плавания. Операционные системы и двигатели корабля не пострадали во время шторма. По сообщениям, 138 пассажирам потребовалась медицинская помощь из-за травм, наиболее серьезными из которых были 2 человека с переломами. Медицинское учреждение на борту полностью функционирует, и наша медицинская бригада усердно заботится о гостях, говорится в заявлении. Инцидент с креном длился несколько минут, после чего капитан признал, что это был ужасающий опыт. Капитан Эрик сообщил новостным агентствам, что он был застигнут врасплох силой шторма, когда, по его словам, в сводках погоды, покидающих Родос, прогнозировался только ветер со скоростью 45 узлов с порывами 50-60 узлов, 58-69 миль в час. А в заявлении Royal Caribbean говорится, что ветер был почти вдвое сильнее прогнозируемого. Именно по этой причине многие пассажиры считали, что капитан и Royal Caribbean International частично ответственны за ужасающий инцидент с креном, которому подверглись пассажиры, поскольку они заранее знали, в чем заключалась потенциальная опасность. На следующее утро Royal Caribbean International через свою команду объявила, что будет возвращено $200 за каждую каюту. После краткого, но громкого возмущения пассажиров, Royal объявила, что помимо $200, пассажиры также могут ожидать полного возмещения стоимости проезда в каюте каждого пассажира. Круизная линия предоставила гостям бортовой кредит, а также полную компенсацию стоимости плавания.